Приветствую всех на своем канале. В сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать вот такую вот замечательную кормушку для одного кролика. Эта кормушка надежная, она не требует от вас много времени и она абсолютно бесплатна. Для того, чтобы сделать такую кормушку, вам понадобится пару кусочков ОСБ либо фанеры, ну в моем случае это ОСБ, небольшие кусочки нержавейки либо оцинковки, гвоздики, ну и немножко там инструмента. Можно, конечно, использовать и саморезы, но я пробовал, мне не очень-то и понравилось, поэтому я остановился на маленьких гвоздиках. Начнем мы со скелета данной кормушки. Он состоит из двух частей, двух боковинок и задней стенки. Задняя стенка высота 10 сантиметров, ширина 12 сантиметров. Боковые стенки глубина 12 сантиметров, высота 10 сантиметров. Ну вот такой вот квадратик у нас получился. Ну, я думаю, не нужно объяснять, да, как вот вырезать вот такие боковые стенки. Ну, скажу одно, если вдруг вы их вырезали и вам показалось, что одна чуть-чуть больше или одна неровная, другая там тоже кривая, берете две части боковые, соединяете ровненько, смотрите, где какие неровности и уже выравниваете эти части. Потому что в дальнейшем, когда мы начнем уже обшивать скелет наш, да, вот эти все неровности, они вылезут, поэтому их лучше устранить на начальной стадии. Также все вот эти вот ребра мы проходим наждачной бумагой, сглаживаем их, ну, в принципе, это удобно. Сейчас мы будем все эти три части нашего скелета соединять, как я уже сказал, гвоздиками. К этим боковым частям мы заколачиваем гвоздики. Можно использовать два, но для надежности я использую 3 гвоздика. Ну вот наш скелет готов. Основная часть, так скажем, пол кормушки у нас готова. Теперь приступаем к обшиве. Берем оцинковку. Ширина нашей кормушки общая составляет 14 сантиметров. Оцинковку мы отрезаем 15 сантиметров. Далее объясню почему. С каждой стороны этого кусочка мы отступаем по 5 миллиметров. То есть слева 5 миллиметров, справа, снизу и сверху. Помимо того, как мы сверху отступили 5 миллиметров, мы еще отступаем 1,5 сантиметра. Сейчас вы все поймете. Как определить длину вот этого куска, да, чтобы он не был коротким для этой кормушки. Там, где мы отмерили 1,5 сантиметра, это сверху, подставляем нашу кормушку, край нашей кормушки. И вот такими вот движениями мы ведем. И останавливаемся. То есть, и вот здесь, в принципе, можно уже отрезать. Но я обычно оставляю небольшой, там, скажем, кусочек, да. Не зря мы здесь вот, снизу, вернее, мы оставили 5 миллиметров, да. Дальше вы все поймете. Итак, сейчас нам нужно вот эту вот оцинковку, все вот эти края, которые мы отмерили по 5 миллиметров, нам их нужно загнуть, чтобы избавиться от острых вот этих краев этой нержавейки. Можно использовать плоскогубцы. Ну, я больше предпочитаю использовать брусок. Почему? Потому что получается ну, немножко ровнее, да, так скажем. Все, мы загнули со всех сторон вот эти 5 миллиметров. И теперь наши углы, они вообще не острые. То есть никаких травм ни себе, ни кролику эта кормушка уже не нанесет. Но кто помнит, да, я еще говорил о том, что нам нужно отступить здесь 1,5 сантиметра. То есть мы уже загнули 5 миллиметров, соответственно, у нас уже остался 1 сантиметр. И теперь вот этот 1 сантиметр мы с вами и загинаем. Это будет наш передний бортик. Это как обычно в бункерных кормушках есть же бортики впереди. Это у нас будет тоже бортик в нашей кормушке. Берем и проделаем все то же самое.
можно, в принципе, сделать 2 сантиметра. Ну, я не знаю, 2 сантиметра, мне кажется, это много, потому что нам еще нужно будет то же самое. Вот эти вот бортики сделать боковые. Ну, вот у меня уже здесь готовы несколько штук. Это будут боковые бортики. И если мы со всех 3 сторон сделаем эти бортики, вход в кормушку, да, доступ к корму кролику с большой мордой, ну, будет немножко проблематично. Поэтому передний край делаем по 1 сантиметру. Все, вот такая вот конструкция у нас получилась. И теперь нам нужно с одной стороны и с другой стороны проделать отверстие. Берем шуруповерт и проделаем 2 отверстия. С одной стороны и с другой стороны. Все, отверстия готовы. И теперь мы можем потихоньку приступать к формированию уже нашей кормушки. Берем гвоздики. Берем один край. Сначала выравниваем кормушку, вот эту вот обшиву, нержавейку по одному краю, а потом уже будем подтягивать и второй край. Делаем ровненько. Подставляем гвоздь. Неудобно. Так, ладно, сейчас попробуем. Вот так вот делать. Так, тоже неудобно. Ух, не люблю я эти неудобства. Так, сейчас попробуем вот так вот. Надо на что-то его облокотить. Молоток большой, блин. Сейчас попробуем вот так вот. У меня же получалось. Видимо, немножко волнуешься. Что-то пошло вроде. Ага, сейчас вот так вот сделаем. Не торопимся, чтобы у нас гвоздики не вышли в кормушку. Все, один готов. Еще немножко подколотим, берем второй гвоздик. Сейчас дело пойдет поживее. Видите, немножко отходит, потому что когда мы приколачивали стенки, они немножко получились, ну, их расперло. Сейчас мы их подтянем немножечко и подколотим. Так, все, пошло дело. Так, все, начало у нас есть, и дело осталось за малым. Сейчас мы потихонечку начинаем обтягивать нашу кормушку этой оцинковкой. Потихоньку забиваем в них гвоздики. Ну, я думаю, всяко разно. Маленькие гвоздики смотрятся гораздо лучше, чем шурупы, да, там с большими этими шляпками. Так, аккуратненько его. Так, выравниваем, смотрим. Ну, пожалуй, еще один гвоздик-то мы забьем. Последний гвоздь. Немножко неровно получилось. Железо криво вырезал. Ну, а вы делаете ровно. У меня получилось неровно. Ну, а вы делаете ровно. Так, смотрим вовнутрь. Все, гвоздиков нет. И у нас вот здесь вот, да, мало немножко отрезал. Мало оставил. Надо было оставлять чуть больше. Вылет остался маленький. Я его должен был... Вот, ну, в принципе, это нормально. Мы его сейчас подколотим вот так. Немножечко. Все.
для чего мы загинали 5 миллиметров задней стенки, потому что если бы мы этого не сделали, здесь был бы острый край, да, вот здесь. И когда мы делали бы кормушку, вытаскивали или еще что-нибудь, мы могли бы нанести себе травму. А так здесь все гладенько, все хорошо. Можно, в принципе, здесь внизу сделать еще отверстие под пыль. Но я не делаю. Почему? Потому что я кормушки периодически обжигаю. И даже если там есть пыль, то я ее вытряхиваю. Ну, я корм просеиваю, у меня, в принципе, пыли там не так-то и много. У нас остались, ну, в принципе, да, вот все готово. Нам осталось только сделать 2 боковые вот такие перегородки. То есть спереди уже кролик выгребать не может. И сейчас нам нужно сделать сбоку, чтобы вы, может быть, видели, да, ну, по крайней мере, я наблюдал, когда кролики подходят сбоку кормушки, потому что спереди они выгребсти не могут, и они начинают грести сбоку. Для этого нам понадобятся вот такие нержавейка или оцинковка. Мне, блин, привычнее называть железо, да, ну ладно, будем называть оцинковкой. Ширина будет 3 сантиметра. И также по 0,5 мы будем края загинать, убирать все эти острые края. Ну вот, в принципе, и все. Боковые стенки мы обшили, боковые стенки, говорю, боковые бортики мы сделали. То есть теперь и сбоку кролик не сможет выгребсти. Можно, в принципе, сделать было и сзади обшить, да. Ну, я таким не занимаюсь, но как бы у меня кролики задние стенки и не грызут. Вот, в принципе-то и все, кормушка готова. Получается, внутренний вход в кормушку у нас по 10 сантиметров, 10 на 10. В принципе, для таких пород, как немецкий пестрый великан и французский баран, им хватает. Осталось здесь только сделать 2 отверстия под крепеж на клетку. Все, в принципе, кормушка готова. Заняло не так много времени. Материал я использовал подручный, который был у меня в хозяйстве, а значит, это абсолютно бесплатная кормушка. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Делайте кормушки. И всем всего доброго. Пока-пока.